Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы вместе с Антохой отправляемся наконец-то копать в лес не ногой, да, Антон? Не-не-не. После последней нашей поездки видео-то не было, друзья. Нас комары отшевелили так просто, что мы пулей летели оттуда. Антон говорил, вся, говорит, голова в шишках, короче. У Антохи днюха была, кстати, друзья. Уже мальчик-то взрослый, да. Так что поздравляем его. Здоровья, Спасибо, самое главное. спасибо. Благодати всяческой. Позитива, интересных находок. Чтобы все супер было, чтобы все желания сбывались, друзья. Так что пишите ваши поздравления. У Антохи поклонников уже полобласти. Куда ни приедет, везде узнают, везде встречают. Коллективу Бауцентра особый привет. Да. Так что, ребят, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Ну а мы отправляемся, едем сегодня не близко, не ближний свет. Ну, смотрите, видите, тут чувачок у меня наблюдает. Вручную нарисованный, кстати, друзья. Пахи точно надо канал второй заводить, да? Уфо. Да. Вот этот типуля, он видит как бы и передает мне информацию о том, что находится на полях, на монетах, говорю. В полях, какие монеты там и так далее. В городе лучше не надевать. Людей насквозь видит, с ума можно сойти. Я вот на улице надел, просто вижу каждого насквозь, аж страшно становится. Лучше снимать. Все, друзья, отправляемся, короче. Погнали. Что-нибудь интересное сегодня обязательно найдем. Без серебра домой не поедем. Ни в какую. Нифига. Будем до серебра ходить. И что я еще хотел сказать. У кого с YouTube проблемы, на Дзенчик переходите. Приятного просмотра. Вот такие чудеса, друзья. На дорогах в Калининградской области, посмотрите. Аисты на старом дереве кайфуют. 4 штуки. Намокли под дождем. Ладно, не ругайся ты. А вон, ребят, и лисенок маленький бегает по скошенному полю. Вот чудеса, батюшки мои. Ну что ты смотришь? Мышкуешь? Все, поехали дальше, ребята. Ездим, катаемся. Ищем, где прильнуть. К водоему подъехали. Посмотрите, красота какая. Батюшки мои. Кукушка раздает. Приветствую тебя на канале Рыболов Копатель. Здравствуй. Хоть один рыболов на твоем канале. Да, смотри, не обдай меня секретом. Привет. О, кайфуешь, да? О, ребят, сразу же находка первая. Type-C. Кто-то кабель потерял от пауэрбэнка, наверное. Зачет. Катались, друзья, дождь пошел. Ну вот нашли, вот тут такая продискованная обочина. Дальше там засеянное поле. А вот тут вот прям дом стоял. Вон в канаве кирпич валяется. Сейчас мы здесь высадимся и попробуем походить, погулять. Вот тут вот дом стоял, друзья. Так что поехали. Ребят, иду по канаве. Сигнал, торчит труба такая. Переворачиваю от велосипеда. А тут смотрите у нас что. А тут у нас шильдочка. Сейчас мы ее почистим с вами. И посмотрим, что там.
Ух ты. Посмотрите, там буревестник какой-то летит. И здесь надпись. Не пойму пока что. Ну, в конце почистим получше. Тут даже краска, видите, сохранилась. Тут даже краска сохранилась. В конце почистим, потом и рассмотрим с вами. Из 3 букв, похоже. Буквально верховая находка. Ну что ж, начало положено, это здорово. Какие кованые навесы. Подковка. А-ля мостик. Какая-то трубка. Соединение. Латунь, похоже. Самогонку варили, шнапс, наверное. Монетка первая на сегодня военного периода. Фенинг, что ли? Ага. Единичка 40-х годов, 41-й. Опачки. Опа, какой малыш приятный. Топорик. Ну так, что-то хабарок какой-то есть, друзья. Уже приятно. Иду вот по канаве и вдоль нее. Ну, вон, ребят, еще цветнина всякая, короче, попутно лезет. Антоха говорит, давай переедем куда-нибудь. Смотрите, какой осколок пепельницы. С саблями тут, с какими-то. Как сережка какая-то. Ага, сережечка. Ну все, друзья, переезжаем на другое место. Вот этот сударь мне помог шильдик найти, так что лайкосы ставим. Антоха говорит, место вообще не понравилось, да? Не, грустное какое-то. Печелыга, да? Ну, 2 фенинга. Ага. Какая-то хрень медная. Че, а куда поедем? Поехали что-нибудь другое поищем, да? Вдруг подобное что-нибудь будет. Пока мы переезжали с места на место и подыскивали новые подходящие локации для раскопок, нашему вниманию представилась вот эта вот интересная кирха 1896 года постройки. Строительство кирхи в новороманском стиле в Покракине, так назывался поселок, началось в 1894 году. Кстати, сейчас поселок называется Ленинское. В 1896 году кирха была торжественно освящена. Служба в ней проводилась на немецком и литовском языках.
Алтарь внутри храма был возведен в святилище. Справа от него находилась кафедра. Как и в большинстве церквей того времени, внутри кирхи размещался орган, изготовленный органным мастером Августом Терледзи из города Эльбинга, ныне польский город Эльблонг. Кирха относилась к епархии церковного округа Тильзита, ныне город Советск, и церкви Старого Прусского Союза. Храм был выстроен из красного кирпича в новороманском стиле, который читается в оформлении окон и внутренних объемов. При этом высокая стройная колокольня, увенчанная остроконечным шпилем, покрытым сланцевым шифером, напротив, имеет больше неоготических элементов. Стройная, красивая кирха в изначальном своем облике просуществовала до конца Второй мировой войны, а после, как и многие другие, столкнулась с необратимыми изменениями в своей судьбе. Смотри, я не пойму, это лестница, что ли, или что это будет? Да, смотри, оно какое. Даже не могу понять, что за дерево на самом деле. Всякие вот эти подсвечники, видимо, да? Смотри. Это ж свечи стояли, скорее всего. Факела. Да, да. Сейчас я плитку хочу снять. Это не плитка, Антон. Это не плитка, говорю. Ну это рисунки. Смотри, там чуть левее в углу он синий, видишь? Да. Похоже, что это из бронзы. С зеленым отливом. Очень интересное и атмосферное место. Ну а мы продолжаем нашу экспедицию. Нашли с Антохой запашку, подошли к трактористам, спросили, они вроде как не против. Так, у меня вот первый сигнал на поле, какой-то шильдик. Наш советский. С какой-то, с движка, наверное, с какого-то, с электро. Нащупали место, где стоял дом. Пошли всякие безделушки, кирпич битый, керамика. И вот вплоть до Антохи туда вот, и на той стороне за вот этим бугорком тоже все в кирпиче. Здесь и будем ходить, друзья. Что там, Антон? Антон тут на Речь Посполитую закидывался. Древненько, ничего. Слушай, похоже на какой-то... Посмотри, она тут волнистая идет. Как деревня. На заколку похоже. Заколка, да? Старая просто. Да. Видишь, она как будто с узором. Не древняя, но старая, Антон. Может, от галстука, знаешь, такую, для галстука прищепка. Ты как на
праздники можешь надевать. На ухо? На галстук куда. Бриони костюмы, все. Лора Пиано, привет, пока. Вот такой вот замок чумазый попался. Надо будет его потом почистить. А вдруг надписи на нем какие-то или шильды будут. Вы же знаете, что могут быть и с латунными шильдами замочки. Так что заберем, посмотрим, потом разберемся с ним. Антоха, вон, Чубрика, как всегда, без головы открыл. Ну-ка, руку убери, Антох. Стой вот так. Стой. Всё. Да, такой башковитый партишка. Где там твоя этот, корзина твоя? Опа. Хороший сигнал. Такая бронзовая пряжка. Верховая монетка вот прям лежит. Выбросила. Двоечка. СССР, 56-й год. Вообще, ребят, с полями что происходит? Просто одна проволока, какие-то цинковые осколочки и все, ни монет, ни пуговиц, ничего. Выбито все подчистую. Ну, даже вообще похвастаться нечем. Мы не особо довольны, если честно, проделав такой путь большой. И ничего такого интересного особо нету. Еще там комрада встретили, тоже ходит. Видно, что за целями редко нагибается. Сигналов нету особо. Даже не знаю, друзья. Даже не будет свой хабар выкладывать. У меня вон розовые салфеточки есть детские. С единорогами. Сейчас, говорит, подол протру и все. Грустно, блядь. Ребят, я вам даже, знаете, что хочу сказать? Шильда ХВЗ, это советская. Я почистил, но вот эта ласточка сразу мне сомнений к немецкому придала. Что-то как будто я где-то видел похожее. Видите, сверху СССР. Ну, прикольная шильда все-таки. Старенькая, я думаю. Что еще попалось? Ну, всякие проволоки там. Всякие проволоки. 2 монеты. 1 феник и 2 копейки 56-го года. 56-го года. Замок. Топорик. Топорик. И, собственно говоря, похвастаться вообще больше нечем. Пока вот так, ребят, так что не обессудьте. Поедем мы сейчас с Антохой пожрем, да, Антох? Я покажу, давай, ладно. Уговорили, думаешь? Что бы находил? Вертелка от примуса. Верчу, запутать хочу. Что там еще у тебя? Его все снимали. Медь, мусор. Самое прикольное — это сабли вот эти, Да, вот. Отрежешь, приклеишь куда-нибудь их. Это от дверцы ручка. Это как сережка, пуговичка. Может, это запонка, не? Не знаю, что-нибудь. Все. Голодные. Недели какие-то для копов. Голодные месяцы, я бы сказал. Обожрались чебуречные, друзья. Как Антон говорит, редками легло. Вот такой выезд сегодня у нас получился. Спасибо всем за просмотр.
Мира, здоровья, добра вам. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Пишите комменты и ставьте палец вверх.